Вот, собственно, сейчас выступит один из тех, кого власть считала своим врагом, наверное, может быть, еще и считает. Но он тоже не сделал ничего, но, тем не менее, отсидел несколько лет. Это Алексей Полихович, бывший политзаключенный, если бывают бывшие политзаключенные, по болотному делу. Алексей, спасибо, пожалуйста. Привет, люди! Да, я Алексей Полихович, я отсидел 3 года, 3 месяца и 3 дня за массовые беспорядки, так называемые, на Болотной площади. Это было в 2012 году, мне кажется, многие здесь находящиеся уже не помнят про это. Я сидел в тюрьме, потому что я хватал ОМОН за руки, которыми они били митингующих. И теперь я стою перед вами, потому что я в ярости на самом деле. И я пришел вам прочитать проповедь о ярости. Я в ярости, потому что в Москве повторяется история. Потому что в Москве снова какие-то люди в шлемах, доспехах, и теперь они надевают маски на себя, бьют безнаказанно людей. И потом этих же людей сажают в тюрьму. Позор им! Я в ярости, потому что Москва оккупирована этими людьми в шлемах и в масках. И мы сейчас ничего не можем с этим сделать. Я видел их, я не был на митинге 27-го, но я видел видео. Я видел человека в шлеме, который остервенело бил человека, который лежал на земле дубинкой. Он бил его 5 раз, 6 раз, 7 раз по ногам или куда он там попадал. Я видел это. Я видел, как стайки таких людей в шлемах и масках набрасывались на мирных демонстрантов или просто на прохожих, винтили их, крутили, утаскивали его в тазак и там били дальше. Поэтому я в ярости. Они очень хорошо научились нас бить. И они очень хорошо научились потом терпилить. Они терпилят в судах. Они бьют нас, но потом они проходят потерпевшими в судах. Это было в нашем деле, и это сейчас происходит снова. А в своих трусливых анонимных телеграм-каналах, вы все знаете эти названия, они говорят, что это они русские мужики настоящие, а мы провокаторы, нам платит Америка, а мы неискренние. Хотелось бы обратиться к этим настоящим русским мужикам, которые бьют женщин, подростков, и потом приходят в суд и говорят, как им было больно. Как позор, позор, ОМОН! Они говорят, как им было больно от того, что пластиковый стаканчик попал кому-то в шлем. Они говорят, что им было больно от прикосновений наших нежных, теплых рук. Они говорят, что им было больно от лозунга «Мусора, позор России». Я в ярости от того, что раз в 7 лет корабль Следственного комитета приплывает в Москву и забирает партию молодых людей, чтобы принести их в жертву Минотавру. Они увозят их в лабиринт. Они сажают их в лабиринт тюрем, мусорского беспредела и судов. Но я хочу сказать, я хочу еще раз обратиться к этим настоящим мужикам, которые бьют нас на митингах. Я хочу спросить, как они говорят со своими детьми, что их дети думают об этом. Наверное, мне кажется, они говорят: пап, какого черта? Мне кажется, их дети будут как мы. Мне кажется, дети ментов ненавидят ментов. Дети ментов ненавидят ментов. Дети ментов ненавидят ментов. И я думаю, что сейчас, после дела Голунова, после того, как мы поняли, что все-таки они боятся, все-таки они тормозят, и если мы напряжем свои силы, и если такой митинг будет под окнами Басманного суда, он тут, кстати, очень недалеко.
Я думаю, что ребят, которые сейчас сидят по массовым беспорядкам, по так называемым массовым беспорядкам, их отпустят. Как бы там ни было, но их отпустят, если 30 тысяч человек, сколько здесь сейчас? 100 тысяч человек придет под окна Басманного суда и будет кричать, что эти люди, эти бежавшие беркуты, эти кусюки, эти мосгоризбиркомы, эти чинуши и этот ОМОН, что все они охуели, они охуели, они охуели, они охуели, они охуели. Сейчас я скажу. Да. И заканчивая, я хочу сказать имена задержанных по массовым беспорядкам и по 318. Это Егор Жуков, это Владислав Барабанов, это Алексей Меняйло, это Иван Подкопаев, это Айдар Гайдулин. Я, к сожалению, сейчас не вспомню всех, тем более их задерживают с такой скоростью, что их всех нельзя вспомнить сразу. Я хочу, чтобы мы помнили их не как жертв или как героев, а как друзей, которые скоро вернутся домой, чтобы вы кричали эти имена у Басманного суда, и тогда их отпустят, и они вернутся. Спасибо.